Ну что, я думал, что тема Stalker Anomaly Together закрыта, и для всех, кто умеет думать, все давно очевидно, но вторая часть должна была выйти, потому что вскрылись более интересные факты, чем то, что я рассказывал в прошлом ролике. Если вы еще его не посмотрели, это неудивительно, потому что мне влепили желтую монетку и показы были очень жестко порезаны. Посмотрите ролик, чтобы быть в курсе всего происходящего, а еще лучше поделитесь им со своими знакомыми, ну или друзьями. Так вот, сегодня в ролике я постараюсь закрыть все дыры, которые я оставил в прошлом ролике, и добавлю дополнительной информации по поводу деятельности Monokita, разработчика Stalker Anomaly Together. Меня зовут Захар Волтовсеро, и это последний ролик, посвященный данному проекту. Всем подписчикам приятного просмотра, а ансабам соболезную. Мне бы хотелось начать ролик со своих оправданий и извинений, ведь как так, я распространял дезинформацию, и вообще мне бы за такие слова в городе Алексея Бина нанесли бы тяжкие телесные, но увы. После предыдущего ролика мне в Discord постучался разработчик мода OPUGSR, который слил интересную переписку с Монокитом и поделился подробностями, откуда все-таки появился мультиплеерный мод. Но перед новой информацией немного разберемся с тем, что я рассказывал в прошлом ролике. Все, что связано с прошлым Алексея, очень туманная тема, потому что все это комьюнити мультиплеерного Сталкера — это игроки с различных проектов. Они хейтили друг друга, проекты, угорали с фриков, и там было огромное количество конфликтов. В особенности потому, что это РП-проекты, а для РП-проектов перенос конфликта из игры в РЛ довольно частая тема. Так сказать, перенесли IC-ситуацию в ОЦ. Все ситуации, которые были в прошлом, конечно, не делают Бина виновником всех проблем. Может, его действительно где-то подставили, но если он оказывается замешан в таком количестве конфликтов, то, скорее всего, это с ним что-то не так. Все вокруг плохие, я хороший. Интересно, где подвох? Мне лично не хочется шариться рукой в этом говне и разбираться в этом всем, потому что я уверен, что все будут тыкать пальцем на других и говорить, что это они во всем виноваты. Как минимум, все проекты, про которые я говорил в прошлых роликах, они были на модифицированных движках X-Ray. Поэтому любые слова о том, что Monokit купил форк движка, уже являются просто предположением. Ну, во-первых, у него нет пруфов, а во-вторых, даже если это и было, то это просто факт того, что он сам потратил деньги на какие-то правки и лоханулся. Хоть сам Алексей говорит, что вот у нас был самый крутой движок для мультиплеера с самыми крутыми правками, поэтому его и слили, но он почему-то не упоминает тот факт, что таких форков было полно, и людей, которые залезали в движок и что-то там крутили, их огромное количество, а еще все этот движок воровали, скидывали друг другу, передавали между собой и так далее и тому подобное. Но Бин признается в том, что ему лично в руки не он скинул мод. А значит, в порядке вещей можно было засунуть к себе в проект ассеты его мода. Но он же сам мне их скинул, почему бы и нет. Также он почему-то очень сильно привязался к этим ассетам в своих опровержениях, потому что я ни разу не сказал, что в Anomaly Together есть какие-то разработки или наработки из других модов. Я этого не знаю, потому что исходный код у вас закрытый. Также Алексей Monokit не забывает во время своей защиты сказать, вот почему Net Online взяли кусок XRMPE, а точнее сетевой код, возможно, синхронизацию или что-то подобное. Да, об этом нет смысла рассказывать, потому что замяли уже весь конфликт, и теперь, да, они все друзья и кенты. Зачем мне разбираться в том, что уже прошло и забыто? Зачем мне разбираться в том, что никого не волнует? Еще Monokit говорил мне в личной переписке, поскольку меня все хейтят, я буду просить еще больше денег и ограничивать людей в Дискорде. Как вам? Вообще нормальный администратор проекта? А ведь он понимал то, что я 100% воспользуюсь этим сообщением в личных целях. И ведь он не соврал. Когда вышло обновление для кооператива с модпаками, он сделал даже отдельное бусти, и теперь получается он действительно зарабатывает еще больше. И отдельный дискорд тоже сделал, где меня забанил. И в основе он меня тоже забанил, я даже правила не нарушал. А еще он забанил кучу людей, которые скидывали мой видос. И как я мог забыть? Ведь после всего этого негативного, ему не впадлу сидеть на одном дискорде с теми, кто делал на него разоблачение. Меня туда заинвайтил Майрон, создатель The Phantom Hope. И, кстати, когда они меня звали играть с ними в доту, Monokit ливал с дискорда со словами: «Ой, парни, что-то спать пора, все, давайте, пока». Ладно, тут раньше был немного другой кусок, но мне удалось попасть с Monokit'ом в один войс, и я у него спросил некоторые вопросы. Отката, к сожалению, у меня нет, но я думаю, причины мне не верить у вас тоже нет. Вообще, я у него изначально пытался узнать, почему он обманывает ребята. Его главным оправданием является факт того, что не все могут поставить мод по инструкции, и у некоторых бывают проблемы. Но суть в том, что мод в своем изначальном виде говно. А, например, для установки мода сейчас для модпаков, то есть для гаммы условной, нужно покупать подписку, потому что гайд есть только там. Но Monokit сказал мне лично, что в течение ближайшего времени выпустит гайд по установке для всех, он будет бесплатным. Вполне возможно, что в момент, когда вы смотрите это видео, гайд уже есть. Если после этого
этого ролика его никто не удалил. А еще он пообещал выпустить кооперативный Тень Чернобыля, вроде как бесплатно, если не ошибаюсь с формулировкой. Если это все будет так, как он сказал, то тут его можно только похвалить, иначе он воздухан. Еще я попросил у него показать тебе проект Anomaly Together. Монокит сказал, что он у него есть на гитхабе, но показывать он мне его отказался, за словами «ты мне вообще кто?». И в принципе, с одной стороны, он был прав, если бы я был обычным типом. Но я у тебя по факту прошу показать факт того, что у вас в моде есть так называемые плюсы, о которых вы так гордо говорите. У тебя по факту есть возможность показать часть проекта, чтобы показать то, что работа идет, вы никого не обманываете, но меня почему-то просто проигнорировали и сказали, ну ты мне вообще кто, и показывать что-то отказались. И не забуду я, как Бин писал целых несколько вариантов разоблачения. Ни одной из них он не дописал до конца, кстати. Записал огромный ролик на час, где без монтажа одним дублем говорит, что он ни в чем не виноват, что-то рассказывает, но я так и не смог посмотреть этот мусор, потому что уважаю свое время. И слушать трёп пьяного алкоголика мне очень впадлу. А вот как слить фотографии человека, который являлся одним из авторов разоблачения, так Монокит у нас первый. Думаю, не надо говорить, что это является не самым хорошим поступком. Но еще более хуже это факт того, что тип ради прикола сфоткался, а из него делают чуть ли не трапика и угрожают отправкой фотографий в армию России. Не буду сильно распространяться, что было на них, но кто видел, тот знает. Да и в комментариях под моим прошлым роликом тоже засветились некоторые пользователи, которые рассказывали, что у них был опыт общения с Монокитом, а им в ответ официальный канал РАД-МП отвечал, что вы все тоже не лыкомшиты и тоже когда-то где-то ошиблись или повели себя плохо. Алексей, то, что вы считаете себя меньшим злом, не значит, что это дает вам карт-бланш на свинство. Теперь вернемся к делам сегодняшним. Начнем, наверное, с первой версии мода, которую Монокит успешно продавал. Ну, точнее сказать, что сделал условия, при которых рядовой игрок не сможет разобраться, что к чему, либо найдет баги и будет стучаться в личку, а ему с той стороны скажут: подпишись на бусти. Начинается история первого билда Stalker Anomaly Together вот с этого поста. Это скрытый пост Верасика с форума АМК. Он делал кооперативный мод для объединенного ПАКа 2. Но почему Верасик в итоге делает кооперативный мод для Anomaly, а не для ОП2? Его просто-напросто забанили, потому что все чаты он превратил в обсуждение своего мультиплеерного мода, просил добавить что-то в движок только ради работы кооператива, а еще выделялся своим ЧСВ. И по сути те исходники, которые были сделаны под ОП2, были перенесены на движок Anomaly, причем буквально Ctrl-V, Ctrl-C, немного изменив ее под движок Anomaly Monolith, а я думаю, там правки были незначительные. Но черт бы с ним, ушел Верасик работать с Монокитом, пусть работает. Ему никто не запрещает этого делать. Это всего лишь отразилось на его репутации в комьюнити модеров. На официальном канале Discord Anomaly Верасика вообще забанили, так же как и Монокита. Просто вдумайтесь, Монокит делает мод, который ему запрещает делать автор движка, потому что Элвунтер, создатель Anomaly, прекрасно понимает, к чему это приведет. Он прекрасно понимал, что мод станет местом, где Монокит будет собирать деньги и обманывать пользователей. Вся суть обмана не в том, что он продает техподдержку, а то, что он создает для этого условия. Теперь более интересная часть переписки, причем для меня остается загадка, кем надо быть, чтобы так неприкрыто рассказывать о своих нарушениях закона. Возможно, все дело в количестве алкоголя, который принимает Алексей Бин, потому что не раз я видел сообщение, что он пьяный сидел в Дискорде, ссорился со своей же аудиторией, а потом ее блокировал в этом же самом Дискорде. Это можно найти в комментариях под прошлым роликом, да и в личных диалогах мне часто об этом говорили. Вообще, сама политика банов в Дискорде странная, а я уже говорил, что он и меня забанил, а когда я у него спросил недавно, он сказал, что это потому, что его забанили в Дискорде мода Anthology. Действительно, я же там главный администратор, всех блокирую. А также он банит тех, кто помогает тем, у кого нет подписки, и банит за оскорбление своей личности. А я напомню, оскорбить нельзя, можно только оскорбиться. В общем, не буду больше тянуть интригу, Монокит занимается или занимался отмыванием денег. Причем для него все прошло вполне спокойно. А люди, которые работали на него или с ним, попали в тюрьму или отделались обязательными работами. Если верить Алексею, то человек уехал на зону на целых 8 лет лишения свободы, а он остался не при делах. Да, этот человек во второй раз нарушал закон, раз до этого сидел за более тяжкую статью. Но вот так делиться этим с малознакомым человеком как минимум странно. А если это способ показать, какой ты крутой, то лучше бы, не знаю, когда ты учился в школе, по классу бегал таракан, а ты бы его съел. Вот это жесткий показатель крутости. Ну и повыделываться то, что он избил человека битый, он тоже не забывает. Хотя, если я не путаю, он так поступил, потому что быдло оскорбило его или его девушку, но это его все равно никак не оправдывает. Бить людей плохо, отмывать деньги тоже не самое лучшее занятие. Кстати, те, кто знают Алексея более продолжительное время, как раз таки из Дискорда, куда меня заинвайтил Майрон, отметили, что скорее всего он врет, и ничего такого не было, никого он битый не бил и никакие деньги не отмывал. Но отсюда вполне логичный вопрос, зачем наговаривать на себя лишний раз? А как я мог забыть?
Черный пиар у нас ведь тоже пиар, как я мог не догадаться? Также далее был диалог Монокита и все того же разработчика УП УГСР Профета. В тот момент Профет адаптировал для него бас, Boomsticks and Sharpsticks. И в момент начала работы с Монокитом он не знал, что это на самом деле за человек. Это диалог, который происходил уже после ознакомления с материалами Stalker MP. Я показывал вам не только с целью показать, что Монокит как руководитель проекта очень слаб, он еще и очень самоуверен. Даже когда к нему недавно пришел разработчик, который решил сделать ему лаунчер, так сказать, помочь на энтузиазме. Этот же разработчик столкнулся с тем, что все его хорошие идеи, которые было бы правильно сделать так, столкнулись с непробиваемостью Монокита и его твердолобостью в вопросах, в которых он не разбирается. Он не умеет ставить временные рамки, а когда люди не выполняют таски, он начинает плакаться в личку. Мол, блин, я тебе дал денег, где работа? А поставь ты временные рамки, условно перенести баз за полгода, то вопросов бы к тебе не было. Ты поставил рамки, человек их не выполнил, имеешь полное право потребовать свои деньги назад. Ну и может быть, да, ты кому-то заплатил, но потом весь профит лутаешь сам и не видишь в этом ничего плохого. Он ставит в пример Тода Говарда, большие фирмы по типу Ubisoft и, короче говоря, огромные корпорации, в которых люди получают зарплату за свою работу. Я не думаю, что тот Говард сидит и думает: да, я вот сейчас тут фейсом посвечу и бабки рекой польются, куплю себе новый Porsche Panamera. Он в первую очередь геймдизайнер, продюсер, и его работа не только считать деньги, в отличие от тебя. Моды делаются энтузиастами, которые могут попросить добровольный донатик, но никак не делают систему, в которой ты вынужден потратиться, потому что мод говно. Если ты хочешь сделать свой Ubisoft, то начни тогда уже делать проект, который ты сможешь монетизировать официально, не бояться за свою жопу. Сделай сервер по GTA 5 в конце концов, не знаю, по Дейзу. А почему Монокит должен бояться за свой небольшой бизнес? Вы разве не понимаете? Когда-то давным-давно 4 народа жили в мире, пока народ Сталкера не начал разрабатывать моды, и пришли к ним боги из JC Game World и сказали: делайте, братья, моды, но не берите за это ни копейки, иначе спустится на вас гнев наш и не будет больше модов на свете 4 народов. Но потом народ Алексея Бина развязал войну, и больше 4 народа никогда не жили в мире. Да, разработчики сами сказали еще давным-давно, что моды должны быть бесплатными, потому что Stalker — это в первую очередь франшиза, которая защищена авторским правом, и поэтому продавать Stalker Anomaly Together не представляется возможным. А вот выпустить его бесплатно и продавать роли в Discord сервере для получения каких-то бонусов никто не запрещал. И по закону он, считай, ничего плохого не делает, но де-факто он зарабатывает деньги обманным путем. Те деньги, которые он получает с Boosty, это не доступ там к ранним билдам, типа: ребята, посмотрите, как идет прогресс. А Монокит продает техническую поддержку, которая исправляет проблемы, которые мешают игре, с модом, который лежит бесплатно. И совсем забыл про Верасика и всех остальных, кто делал проекты для Монокит, а именно про Асмота и XR Lilbatя. В первую очередь я бы хотел отметить низкую квалификацию в вопросах модификации. Что Асмот, что XR Lilbatя сами по себе не являются там супер жесткими скриптерами и модерами. Они по своей сути новички, которые слишком много на себя берут. Это вам так, пища для размышлений. А теперь к самому Верасику. Хоть он что-то и делает, учится, но он тоже слаб в плюсах. Он не пользуется гитхабом, а для прогера это максимальная ошибка. Увы, не знаю, может быть, позавчера Верасик таки стал пользоваться прекрасным гитом, но пока что нет. Я видел и комментарии, где хвалят проект, то, что он развивается, но Монокит не развивается и остается быдлом, которое считает деньги. А еще на фоне всех этих модов мы развили тему, что нам с моим другом Волком было неудобно играть в моды на Сталкер. Шариться по папкам, искать исполняемые файлы или засирать свой рабочий стол ярлыками. Тогда на свет появился Steam Launch Custom, и при помощи него мы удобно запускаем моды на Сталкер через Steam, отслеживаем часы, пользуемся оверлеем и, самое главное, делимся скриншотами в ленте. Ссылка на проект в описании. А теперь обращение ко всем защитникам Монокита. Ты так любишь Anomaly Together, не знаешь пока о работе. И дома пока никого нет. Сидишь с Монокитом в Дискорде. И запомни, пожалуйста, что тебе никто не запрещал играть в его мод. Хочешь играть — играй, но когда он тебя забанит на своем сервере, не надо потом говорить, что я был прав. Это ваше дело, кому платить деньги. И никто бы ни слова не сказал, если бы в Дискорде Монокита был баг-репорт, в котором бы могли общаться игроки и помогать друг другу. Вместо этого все, кто обсуждал проблемы мода, получали блокировку, либо в добровольном принудительном порядке должны были покупать подписку на Boosty ради помощи с вашим говномодом, который даже после версии 1.0 имеет в себе критические баги, которые мешают игре. Причем так называемые
называемая техподдержка по факту является платным бэкрепортом, потому что обычного бэкрепорта нигде не было. Это, кстати, к тем ребятам, которые писали, что донат дело добровольное. И то, что я как автор ролика вообще ошалел. Но много ли добровольности в платном бэкрепорте? Да, в новом дискорде вроде бы специально для модпаков уже есть бесплатный бэкрепорт, есть, так сказать, приоритетная техподдержка. Я бы, конечно, проверил, как оно там сейчас все работает, но меня там тоже забанили. Вот такие дела. Резюмируя все, что я хотел сказать, хочу отметить, что Алексей Монакит-Бин все еще не научился быть человеком и вряд ли научится. Хочу напомнить, что я буду рад вашей подписке, если вы поделитесь этим роликом со своими друзьями или запостите в своих социальных сетях, чтобы сейчас расхайпить эту тему и чтобы люди не были обмануты на хоть небольшие, но все же деньги. А я буду рад вашей подписке на канал Telegram, а также лайкам и обратной связи. И последний спич к Монакиту. Ты можешь делать вид, что ты невероятно крут, но ты много раз писал мне, что тебе на меня параллельно и то, что я тебя не интересую. Так если ты досмотрел до этого момента, то значит ты нубчик компьютерный, все, давай пей пиво, не пиши. Всем остальным удачи и всем пока. И не забывайте, что любой человек имеет право на исправление.